Посты Тэхёна в начале февраля казались теплыми и утешительными, но за этими простыми фотографиями, песнями и видео скрывалось молчаливое послание о том, кто его защищал, кто всегда его снимал и почему в этот самый момент серьезные угрозы в его адрес практически не обсуждались. Привет всем! Недавно Тэхён вернулся домой и опубликовал несколько очаровательных фотографий с подписью «Январь закончился, февраль начался», простая фраза, означающая «Январь закончился, февраль начался». Пост получился теплым и значимым, отражающим его сущность особенного человека, нежного и от природы сострадательного. Пост появился неожиданно, но именно поэтому он дарит чувство спокойствия и искренней радости всем, кто его видит. Это одна из многих причин, почему так много людей любят и ценят Тэхёна. Его уникальная личность и харизма всегда выделяют его, даже в самых простых моментах. Каждая мелочь, которой он делится, кажется значимой, словно он говорит без лишних слов. Вскоре после этого Тэхён поделился еще одной отредактированной фотографией себя. Тонкий жест, словно он хотел напомнить всем, что он присутствует, осознает и связан с тем, что происходит вокруг него. После новогодней трансляции BTS он также опубликовал очень милое видео, снятое в доме Намджона, и мы все знаем, что именно Чингук запечатлел этот момент. Чингук всегда рядом, чтобы запечатлеть маленькие моменты, которые станут большими воспоминаниями, роль, которая кажется простой, но глубоко значимой. В каждом посте Тэхёна мы видим важную фигуру в его жизни, человека, который заставляет его чувствовать себя в безопасности, комфортно и уверенно. Фотография Тэхёна с рыжими волосами раскрывает страсть, которую он испытывает, эмоцию, которую трудно, если не невозможно скрыть. Затем он рекомендует песню «Where You Are Warmed Begins», песню о поиске утешения и исцеления через любовь к особенному человеку. В тексте песни описывается, как присутствие одного человека может исцелить разбитое сердце и принести мир в трудные времена. Этот выбор песни кажется очень личным. Очевидно, что Тэхён чувствует связь с посланием песни о поиске защиты, спокойствия и любви в том, кто действительно его понимает. Эта рекомендация позволяет нам глубже понять его чувства, а также раскрывает ценности, которые он ценит в отношениях. Поэтому мы должны быть благодарны Тэхёну за его смелость делиться маленькими фрагментами своей жизни, за особые моменты, которые он позволяет нам видеть, и за тихие послания, которые он передает через свои посты. Каждая фотография, каждое видео и каждая песня, которыми он делится, позволяют нам узнать его лучше, не просто как публичную фигуру, а как человека с глубокими чувствами. Его стиль общения уникален, ему не нужно много слов, чтобы объяснить свои чувства, потому что мелкие детали, которые он выбирает, говорят сами за себя. Эти жесты показывают, насколько он чуток и заботлив, как к самым близким, так и к своим поклонникам. Мы любим Тэхёна и Чингука, и мы скучаем по моментам, когда видим их вместе. Их особые отношения учат нас смыслу искренней привязанности, важности иметь рядом человека, который понимает нас без необходимости долгих объяснений. Наблюдая за тем, как они поддерживают друг друга, мы начинаем ценить дружбу и искренние отношения в своей жизни. В мире, который движется слишком быстро, их отношения кажутся реальными и прочными, это достойно восхищения. Однако, честно говоря, то, как разворачивается эта ситуация, делает фан-сообщества утомительными и неприятными. Странно, что аккаунт, утверждающий, что он фанат BTS, раздувает пустяковую проблему именно в тот момент, когда Тэхён получает очень серьезные угрозы смерти. Эта ситуация не кажется случайной, она кажется тщательно спланированной, учитывая, что эти аккаунты неоднократно критиковали за предвзятость по отношению к Тэхёну и Чингуку, но они все еще настаивают на нейтралитете. Когда возникла реальная угроза безопасности Тэхёна, внимание переключилось на нечто гораздо более тривиальное, даже аккаунт в TikTok, о котором идет речь, теперь недоступен. Их последняя активность в Instagram была зафиксирована 19 декабря, затем, когда общественность начала сомневаться в их позиции, аккаунт внезапно стал закрытым. Время этого инцидента кажется слишком идеальным, чтобы быть случайным совпадением, это больше похоже на попытку отвлечь внимание от гораздо более насущной проблемы.
Такая модель поведения становится все более очевидной, они бурно реагируют, защищая свою собственную версию событий, в то время как серьезные угрозы безопасности Тэхёна преуменьшаются или игнорируются. Этот контраст становится еще более болезненным, когда случайный визит в кафе отца Чимина воспринимается как более важная новость, чем реальная угроза жизни артиста. Эта непоследовательность демонстрирует лицемерное отношение, которое трудно понять и принять. Что особенно тревожно, так это то, что подобное отношение не только формирует общественное мнение, но и может реально повлиять на безопасность и эмоциональное благополучие артистов. Когда важные вопросы постоянно игнорируются, это создает опасную среду, в которой целостность и благополучие Тэхёна, Чингука и других участников могут оказаться под угрозой. Отношения между Тэхёном и Чингуком с их спонтанными моментами и искренней взаимной поддержкой следует ценить такими, какие они есть, подлинная человеческая связь. То, как они смотрят друг на друга, ищут друг друга в толпе и ведут себя одинаково как перед камерой, так и вне ее, все это демонстрирует искренность. Чингук не ведет себя так ни с одним из других участников, и эта исключительность давно замечена многими фанатами. Обсуждения по этому поводу часто возникают именно тогда, когда Тэхён находится в сложных ситуациях, и вместо того, чтобы предложить поддержку, некоторые предпочитают обострять другие проблемы. Это выдает более глубокое беспокойство, как будто сами их отношения доставляют неудобства тем, кто отказывается их признавать. Еще более странно, что одни и те же действия часто оцениваются по-разному в зависимости от того, кто их совершает. Когда так поступают Тэхён и Чингук, их критикуют, но когда так делают другие, это считается нормальным. В этом контексте молчание Тэхёна говорит громче всех, он не реагирует на шум гневом, не отвечает на провокации долгими объяснениями. Он предпочитает оставаться в настоящем моменте по-своему, через простые посты, рекомендации песен и небольшие, значимые жесты. Такое отношение демонстрирует редко встречающуюся эмоциональную зрелость, силу, которая не нуждается в декларировании, но очевидна для тех, кто действительно внимателен. Тэхён понимает, что не все нужно объяснять, иногда молчание – лучшая форма самозащиты. В мире, который постоянно требует мгновенной реакции, он выбирает паузу, решение, демонстрирующее уверенность и осознание своих личных границ. Он знает, кто он, что он чувствует и кто действительно важен в его жизни. Чингук в своем молчании становится частью этого безопасного пространства, не через публичные заявления, а благодаря своему постоянному присутствию. Он записывает, сопровождает и стоит рядом с Тэхёном, не привлекая к себе внимания. Это тонкая, но очень реальная форма поддержки. Такая поддержка не требует признания, ее ценность заключается в искренности, а не в публичном признании. Их отношения сохраняются не благодаря фанатским рассказам, а благодаря эмоциональному фундаменту, заложенному за эти годы. Они росли вместе, сталкивались с похожим давлением и научились понимать друг друга в зачастую враждебных ситуациях. Эта близость не возникла внезапно, она была построена на доверии, терпении и мужестве, чтобы выстоять. В то время как другие были заняты обсуждением значения каждого их жеста, Тэхён и Чингук продолжали жить своей жизнью, делясь легким смехом, простыми жестами и привычками, которые понимали только они. Именно в эти моменты проявляется их подлинность, в моменты, не предназначенные для публичного обсуждения. Такую близость нельзя создать искусственно, ее можно только почувствовать. Как ни парадоксально, чем искреннее отношения, тем больше людей пытаются их принизить, переосмыслить с подозрением или представить как проблему. Однако то, что они демонстрируют, это просто человеческая забота друг о друге, что не должно вызывать споров. Эти чрезмерные реакции часто отражают личный дискомфорт, а не вину. Угрозы, полученные Тэхёном, должны стать поводом для коллективного размышления о том, как следует уважать границы и как фандом должен быть безопасным пространством, а не источником опасности. Когда реальные угрозы преуменьшаются, а тривиальные проблемы преувеличиваются, нам нужно спросить, какие ценности при этом отстаиваются. Безопасность не должна быть преобладать над сенсационализмом. В подобных ситуациях проверяется истинная солидарность, не через длинные посты, а через смелость ставить во главу угла то, что правильно.
Поддержка Тэхёна означает уважение к его выбору, защиту его личного пространства и отказ от вредных стереотипов. Здоровая любовь не требует неограниченного доступа, она уважает дистанцию и молчание. Тэхён со всей своей нежностью остается непоколебимым, он не теряет своей теплоты, несмотря на окружающее его давление. Он выбирает продолжать любить мир по-своему, через искусство, музыку и успокаивающее присутствие. Эта эмоциональная стойкость не признак хрупкости, это свидетельство силы, основанной на эмпатии.